Когда встречаются две родственные души, то они взлетают. До встречи с тобой у меня жизнь была во тьме. Я безумно тебе благодарна за все. Единственный мужчина, которого я вижу перед собой, это ты. И вообще я никогда не смотрю по сторонам. Хотя раньше смотрел. Ну что, такая красотулечка сегодня, а? А чё сегодня? Прибарахлилась? Я всегда красивая вообще. Симпатюля. Ты что, меня на конфликт вызываешь? Татьяна. А ты знаешь, как меня вообще зовут? А так нельзя говорить, как тебя зовут вообще-то. Вообще-то нельзя. Енотик меня Ну зовут, и вот. мне 32 года. Меня корячка все обзывают. Ну да Не ладно. знаю почему, а мне 31. Видишь, молодушечка какая игривая. Ну такое. Сколько лет мы вместе? 7 лет. Да? А Почему именно 7? женаты сколько? Так 7 мы с тобой и знакомы, и женаты, и вообще, я думаю, что всю жизнь уже. Тут год за 15, реально. Это у меня вот за 40 Выдержка на войне. какая. 7. Ну 7, да? 7. Ладно. Познакомились с корячкой в спортзале, да? Тормозячка. Подцепила меня тёлочка. Ухаживала за мной, да, зайка? Увидел красотулю такую. Думаю, ничего себе, малышка. Она тогда с кем-то встречалась, поэтому отшила меня сразу. А потом любовь свою не могла сдержать. Что-то подлое говоришь. Где-то через дней 10 сделал предложение. Она там морозилась, и вот видишь, теперь не отлипнет, как банный лист прилипла до 40. Когда он мне сделал предложение, я еще посмотрела на него, думаю, ну реально шизик, точно шизик. Неделю знакомый, я ж еще так дебилка, просто как он меня выдержит, как? Это ж просто, ну и... Я не хотела выходить замуж, потому что я считала, что он полностью будет меня ущемлять. А я человек свободолюбивый, мне интересно, не знаю, вот сорваться, уехать куда-то. И я понимала, что когда ты находишься в отношениях, то тебе придется, а еще и в серьезных отношениях, потому как брак это вообще серьезная штука, то тебе придется прислушиваться к мужу, вот это вот все. Я это не любила. Расскажи, как ты мне предложение сделал. На кухне, как нормальные люди. Как нормально. люди. Вообще не было ни колена, ни кольца, вообще ничего не было. Кольцо еще долго ждала. А что ты мне вообще предложение сделал? Можно спросить? Такое, думаю, приютить надо бомжулю вот эту. Я вообще на машине ездила на тот момент. Крутая чика была. Голой жопой на зелье. Так и получается. Узнаешь 8 лет это брака. Через 8 7 лет, там, 8 лет отдала Вот оно. ему. А он Розовая даже не помнит, в футболочка. каких я перчатках была. Розовая футболочка. Твоя розовая футболочка, это уже... А штаны какие были? Все. Ты, по-моему, без штанов. Ой, знаете, сколько забавных историй мне про енота вечно рассказывают? Говорят, что он Альфонс. Мол, сидит у меня там на шее, ни хера не делает, вообще ничего не зарабатывает. А когда он мне подарил Порша, то все такие: с хера ли он тебе его подарил? Он же Альфонс, откуда у него деньги? Небось у тебя взял и тебе же подарил. То одно время они говорили, что он гей, потому что я транс. Ну, а если он с трансом, соответственно, он гей. Потом мне присылали в директ, что он п***ает баб, и очень много. Я такая еще подумала, гей, Альфон, п***ющий баб, что-то новое. Какой у меня интересный муженек, оказывается, что-то я в нем не доглядела. Ну и в большей степени, конечно, у нас нормальные люди, адекватные, они видят, что он хороший, заботливый, любящий папа, он в дочке вообще всегда растворяется. И я так счастлива, что у нас родился ребенок, потому что у енота открылся новый потенциал, я бы так сказала. Да. Я когда на них смотрю со стороны, у меня прям так сердечко наполняется, потому что в моем детстве такого не было. И мне вообще там даже похрену, что говорят. Они просто его не видят вот здесь. Ну и сами знаете, ты не раскрываешься всем людям так, как надо. Да и зачем вообще кому-то раскрываться? Всю энергию нужно направлять в семью, что он, собственно, и делает. И за это я его очень люблю. Номер 1. Голос, там кому-то голос не нравится.
Плюс смотрели на соревнованиях форму, оно когда высушиваешься, все типа высыхает и грубее черты просто становятся лица. А так как она 4 года соревновалась, 4 года было такое лицо, естественно, там уже все задали. Это у нас основной слух. Да, и миську мы усыновили с трансвеститом. Наверное, такой основной слух за корячку. Ой, да люди много чего говорят, они что не знают, сколько сил и времени он вкладывает в блог, что это наше общее детище-то на самом-то деле. Что очень много идей, даже та же корячка, это выдумка енота. То есть он сказал, что тебе нужно взять псевдоним, как вот много очень, да, писателей, там, артистов, они берут псевдонимы для того, чтобы были созвучные, да. А по поводу что, моего... Голоса. Ага. У нас вообще по генетике низкие голоса, тембры. Вот если вы послушаете мою младшую сестру, у нее тоже просаженный голос, и у меня у отца такой голос, бас. И я вот недавно в студии записывала, то есть озвучку закадровую, и мне сам даже звукооператор сказал, говорит, боже, какой у тебя шикарный низкий альт. То есть это нормальная, распространенная, ну я бы не сказал, что это проблема. Есть женщины, рождаются с приглушенным низким альтом. Повлияли ли на это стероиды? Да, отчасти. Я никогда не скрывала, что я хавала таблетки, я никогда не скрывала, что я колола в себя всевозможные препараты. Голос, он ломался, когда мы это делали. Ну, блин, извините. Потом он восстанавливался. Да, потом он восстанавливался. А вы мне скажите хоть одну спортсменку или спортсмена, который не колется. Если он скажет, что он натурал, я ему скажу, не Что не нравится? Ты ж потом меня убьешь. Нет? Смотри, покила. Транжира, корячка. Что еще? Свет не выключает, подлюка такая. Воду не экономит в квартире. Он любит командовать, он постоянно все в свои руки, не плачь там, ага. Постоянно все в свои руки, с ним вот я часто расслабляюсь. Но я не считаю, что это в принципе-то плохо. Но есть моменты, когда мне хочется сделать это самой, и я себя тогда буду чувствовать увереннее и круче. Это ж, блин, засранец. Нет, ты это не умеешь, ты это не умеешь. Ну, короче, это его одна из основных фишек. Но еще он очень упрямый, на самом-то деле. Он ж овен, баран. Да. Ага, да, вот прям вот такой вот. И вот из-за его упрямства у нас тоже очень часто. Еще знаете, у него какая фишка есть? Я ж вообще все разбрасываю. Вот у меня там творческий беспорядок, мне надо. Он приходит, начинает это складывать, фыркает такой на меня. Сказать же не может так конфликт начать. Потом как вывалит мне это все. Что я а я... Ну, короче, да, из-за этого ругаемся. Да я сказал, ты идеальная вообще тёлочка. Ничего бы, сейчас я отпущу тебе, давай. Конечно, давай. вообще. Идеалище. Не ври. Наговорил, небось, что я у тебя растяпа, все Женщина-песня. Женщина-песня. Говорю, просто повезло нереально. Говори правду. Правду и только правду. Что не нравится во мне? Что ты транжира. Господи, боже мой, я даже не догадалась. Ну. Что ни свет не экономишь. Свет не экономлю. Боже, мы как с ним познакомились, у него была такая фишка. В общем, ты должен мыть руки, ставишь такое ведерко, должен помыть руки в ведерко и эту воду сливать в унитаз. Потому что 70% воды, за которую мы платим, она уходит, потому что мы сливаем часто в унитаз. И мое лицо, когда я это увидела. Да ты сказал... Да, конечно. Конечно, я ему сказала, да, конечно, а потом подумала, куда я нахуй попала. Приютили тебя, ты... Я об этом даже не задумывалась, господи. Ну ты видишь, мы идеальный тандем. Я транжир, а ты экономный. Ну не экономишь на тебя транжир. Идеально, я считаю идеально. Я вам не отвечу, почему я его люблю. Я отвечу, что я его люблю вопреки всему, что он вытворяет. Потому что когда вам скажут, что... Да, вот даже за это вот. Потому что если вам ответят, за что они любят свою пару, ну невозможно всего прям, да, вот этих вот аспектов. Ты понимаешь, что это по-настоящему любовь, когда тебя не бесит, когда он храпит. Не, меня бесит, когда он храпит. В любви признаешься, да? Нет. Вообще шикарный. Ой, как послушаешь. Меня бесит, когда он храпит. Но один фиг, я продолжаю с ним спать. Если вы вот задумаетесь, что вы любите человека вопреки всему, это по-настоящему. Кто сказал, что я ее люблю, вот эту
Китя Шидзу. За что люблю, за что люблю, за что люблю. Я знаю. Да, глаза красивые Я очень, знаю. да? И задница была красивая очень. Пока не зажралась. Какая тёлка. Про цыгане скажи. Зажигалка, вот, цыгане, это же вообще таз, медведи, бубны. Ромалы. Да, зайка? Кто сказал, что я тебя люблю? Правильно, ты меня обожаешь. Вообще. Да ты молодец. Половина имущества на тебя уйдет О, после моей ну смерти. хорошо. Нет, даже не думай. Люблю очень. Ну, а я тебе сказал, что я тебя люблю вопреки всему. Вот и я так сказал. Слушай, Говорю, вот хоть такая- в этом мы едины. Такая противная, люблю, бы никто больше вот это не будет ее терпеть. Что, ты проверять хочешь проверить, а? Хочешь проверить? Я даже не хочу это проверить. Вот уж. Сильно Мне счастливый жалко того второго человека. Вот жалко. Да ты прям, смотрю, весь из жалости. Смотри, как глазки светятся, улыбка от ушей, морда зажравшаяся. Ух, какой пацан мясистый, голосистый. Прям плохо ему со мной живется. Ну, все, согласен. Ты знаешь, что какая у меня была жизнь до тебя. Да, и у меня какая до тебя. Да, а ей не было. И сейчас супер круто все. Потому Не сегодня что- наше солнышко, да? Ну все, ну не плоть, ну Зойка, ну зачем? Это слишком серьезно. Для всего то, что было сказано ржачим, не надо. Все, заткнись, дай сказать. Ты глянь. Сейчас. Когда встречаются две родственные души, то они взлетают. И до встречи с тобой у меня жизнь была во тьме. Ты знаешь все мои приколы, и я безумно тебе благодарна за все. За то, что в моменты радости ты такой же дурко, как и я. А в момент разочарования ты... Такой же дурку, как и ты. Нет, ты умнее меня в этом плане. И единственный мужчина, которого я вижу перед собой, это ты. И вообще я никогда не смотрю по сторонам. Хотя раньше смотрел. А до встречи с тобой. До встречи с тобой. садится ответ. А сейчас не Люблю хочу тебя. даже смотреть, потому что знаю, что никого лучше не встречу. И даже не пытаюсь. Понял? А теперь попробуй сказать что-то не очень такое хорошее, как я сказала, я тебя убью нахрен. Да я люблю. Вот тебе сильно очень. Ну что еще надо говорить? Не, ну я знаю, что То, ты что с не любишь тобой говорить. вместе и рядышком. Да. И забочусь о тебе. Да. Лучше всего. До 1000 много слов лучше. Да. И цветы я не люблю, ты же знаешь. Да. Экономно, вот тут экономишь, молодец. Вот это я хвалю. Все, вытирай. И мы уходим в снег. Что в снег сразу? Слякоть. Слушай. Слякоть, все, больше не буду плакать. Все, я плакать не буду. Можешь не ждать. Такой стоит, смотрит, когда ты же раз плачешь. Не буду. Не сегодня. А ты всегда. Лук мы не чистим, все нормально. Спасибо. А чему так смешно? Надо искать свою любовь. Твою любовь искать? Что так прям растрогали тебя? Он всегда так заканчивает, да? Нет? Спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы понравилось этому шоу. Спасибо, Энют и И Корячка, наша да. красивая Таня за настоящее шоу. Не забудь поставить лайк, комментарий и подпишите канал. И подписать контракт Да. какой-то. На просмотр. А если не подпишешься, тебе ханбится. Все. Если не подпишешь, у тебя будет черный человек. В твоих снах мы придем. Подпишите канал и увидимся на следующей неделе. Давай. Пиз, брат.